Всем дизайн! Меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, и вы на канале Шелнат. Сегодня мы с вами обсуждаем мои стильные «нет» в интерьерном контексте. Первое стильное «нет» — это магниты на холодильнике. И это моя боль, потому что я знаю, с какой душой и теплотой вы собирали все эти магниты и привозили их с путешествий, чтобы потом кому-нибудь показать и рассказать: а мы были вот здесь, вот в этой стране, а вот этот магнитик мы привезли вот отсюда, а вот этот вот отсюда. Но с каждым годом в наших домах появляется все меньше и меньше гостей. Просто потому что образ жизни меняется, мы живем по-другому, мы встречаемся с друзьями в ресторанах, мы уже не готовим для них целый день, чтобы потом полдня или несколько часов посидеть. Мы идем с ними вместе в ресторан, чаще всего, и все к этому стремится. Давайте соглашаться, все к этому стремится. Или мы наших гостей видим в социальных сетях, и мы общаемся с нашими друзьями через социальные сети, выкладываем фотографии и рассказываем о своей жизни больше, чем могли бы им рассказать, сидя за столом один раз в месяц. Так мы им каждый день что-нибудь рассказываем. Это во-первых. Во-вторых, наших гостей уже не так сильно удивишь этими магнитами, потому что они сами все фотографии ваши видели, и им не нужны дополнительные пруфы и доказательства, что вы были в Египте, в Марокко или в Индонезии. Они верят, они видели ваши фотографии на Фейсбуке или где-то еще, и говорят: окей, я знаю, ты там был. Во-вторых, они и сами очень много путешествуют. Сейчас количество рейсов, количество перелетов с каждым годом все только растет и растет. Поэтому магниты на холодильнике постепенно превращаются в такой атрибут, который, знаете, во-первых, у хозяина на эти магниты появляется фильтр. Он их не рассматривает уже. Он их повесил на холодильник и больше на них не смотрит. И эти магниты превращаются в предметы, которые нужно аккуратненько, так, чтобы их не зацепить, там, например, одеждой или халатом. Нужно держаться от них подальше аккуратно. Либо нужно смотреть, чтобы когда ты резко с голодухи дергаешь ручку холодильника, чтобы тебя эти магниты не отлетели кому-нибудь в лоб, кто сидит и ест там суп за столом. И это, получается, эти магниты превращаются в какую-то дополнительную хлопоту, которую, кстати, еще и надо постоянно протирать и мыть, что лично я не очень люблю, и мне, например, это делать напряжно, поэтому у меня нет никаких магнитиков на холодильнике. Второй пункт – это компьютерные столы. Такие столы, которые, знаете, по своей форме, вот этой обтекаемой, больше походят на какие-то первые деревянные неуклюжие самолеты, которые пытаются взлететь, но, может быть, и никогда и не взлетят. И вот такие столы, я была поражена, и недавно в магазине мебели увидела такие вот столы, и они настолько древние, что у них даже продолжают выпускаться вот эти полки для CD-дисков. Зачем нужны сейчас полки в 2017 году для CD-дисков? И такие столы вот покупаются кем-то, раз они продаются так. И это очень странно. Стол, он должен быть в первую очередь похож на стол, а не на самолет. Если это классический интерьер, то это классический стол. Если это интерьер современного толка, если у вас какие-то современные минималистичные формы, то ваш стол, он должен быть встроен в весь интерьер и вообще быть незаметен в нем. Вот тогда будет самая вкуснота и красота. Третье интерьерное табу, от которого я рекомендую вам отказаться, это волнистые конструкции на потолке или на стенах, или где-то там еще из гипсокартона. Дело в том, что вот такие вот конструкции пришли к нам в моду, наверное, в начале нулевых и в конце 90-х. Вот этот период времени и десятилетия они прочно держались в интерьерах среднего класса как самые лучшие красивые решения вообще для всего, для любого дома. И заказчики с низкой насмотренностью или строители, которые в те годы освоили эти методы садомазохизма, они до сих пор, сейчас 2017 год, до сих пор делают вот такие вот гнущиеся элементы на потолке или на стенах, чтобы продемонстрировать свой креатив, либо когда вообще не знают, что сделать, можно здесь какую-нибудь завитушку завить из гипсокартона. Вау, будет, наверное, круто, необычно. Так еще завитушки никто не завивал.
Нет, чаще всего вот такие формы, они бессмысленно усложняют интерьер. Вот именно бессмысленно его усложняют, не придавая ему никакой дополнительной функциональности и красоты. Поэтому лучше вот эту вот креативную энергию обуздать и сосредоточить ее, направить ее куда-то в другое русло, тем самым сэкономив деньги вот на этих кренделях, и деньги тоже туда направить, например, в написание картин. Будет гораздо лучше, гораздо эффективнее. Что касается потолков, это, конечно, отдельная песня, потому что вот эти многоуровневые потолки с натяжными элементами, натяжные потолки с рисунком облаков, неба звездного или с рисунками художников эпохи Возрождения не считаются проявлением высокого и утонченного вкуса. А на тему потолков, в том числе и натяжных, у меня есть отдельный ролик, можете посмотреть его по этой ссылке. Четвертое интерьерное табу – это скинали. И скинали на самом деле стоит не так-то уж и дешево, как кажется, а выглядит так, что все-таки лучше на эти деньги купить картину настоящего художника, благо их сейчас очень много, посмотрите на ярмарке мастеров, очень много людей на пенсии, студентов, готовых предоставить вам картины великолепнейшей красоты, которые они нарисовали своей рукой, которые несут атмосферу, которые действительно будут являться показателем вашего утонченного интеллигентного вкуса, и которые создадут правильную атмосферу в вашем интерьере. А на кухонный фартук вы можете, например, если вам нравится стекло, выбрать однотонное стекло или прозрачное стекло, если вам есть что показать там сзади. Кстати, напишите внизу в комментариях, интересно ли вам будет увидеть ролик про кухонный фартук и кухонную столешницу, и как их правильно выбирать. Следующее интерьерное табу – это наливные 3D-полы. Это вот я про все вот эти вот решения, такие как дельфинчики на полу, песчаный берег, галька, кусочек моря. Даже если это все вместе и еще крабик сверху будет на вашем полу в ванной комнате, вы не сможете забыть, что вы на самом деле находитесь на 3-м этаже подмосковной пятиэтажки, а не на берегу океана. Не получится у наливных полов сделать вам такое ощущение. Поэтому давайте не будем тратиться на этот самообман, а если нам нужны наливные полы, мы просто выберем один нужный нам тон и зальем его ровненько, так, чтобы у нас было чисто, красиво и аккуратно. И спокойно. Кстати, вот такое вот решение приносит больше спокойствия, потому что мозгом оно где-то на подсознании считывается, что это чистота, порядок, нам ясно, что происходит у нас на полу, мозг это понимает, воспринимает и успокаивается. Ему не нужно дополнительно выделять туда какое-то внимание, какие-то свои ресурсы, чтобы расшифровать, что это за изображение, что там находится, а не нападает ли действительно на него дельфин. Он понимает, что здесь все ясно, все четко, ровная поверхность, здесь чисто, аккуратно и мне спокойно. И вот эта маленькая микродолька спокойствия, она вот вам плюсик вот так вот будет снимать ваши накопившиеся стрессы на работе. Это тоже возьмите на заметку. Шестое интерьерное «нет» – это порожки. Здесь уже, конечно, скорее вопрос не к заказчикам, потому что заказчики некомпетентны в этом совершенно и не должны быть, а скорее к строителям, потому что очень часто решения о порожках принимают строители. И я знаю, строители, вы наверняка смотрите мой канал, и среди вас есть огромное количество людей, которые стараются и очень сильно любят свою работу, но, может быть, по каким-то причинам просто не знают о таких вот решениях, как, например, подвести пол на одном уровне друг с другом, и между ними проложить можно чаще всего, что чаще всего делают. В зависимости от ситуации вы тут, конечно, решаете, потому что технологический процесс на вас, не спорю. Но как красиво это сделать? Во-первых, использовать пробковый компенсатор, который чаще всего делают и дешевле всего делать из пробковой подложки. И он дает нужную компенсацию между разными типами напольных покрытий. Второй момент – это герметик. Третий момент, мой любимый, просто это самое мое любимое решение, это
пробковый компенсатор с лакированной верхней поверхностью, который я уже показывала вот в этом видеоролике. Моя настоящая любовь, и мне кажется, он выручает вообще любой интерьер. И это, конечно, тоже на самом деле не на строителях должен висеть этот вопрос. Это в нашей дизайнерской компетенции, потому что это мы, дизайнеры, как ненормальные, бегаем и отслеживаем каждый узел примыкания, чтобы он был красивый и эстетичный. Поэтому вы, строители, тоже как бы на себя много не берите, может, это даже и не про вас. Но если вы рекомендуете заказчику какое-то решение, пусть это будет что-то из этого, что-то красивое. Либо пробковая подложка, либо герметик, либо вот такой вот красивый лакированный пробковый компенсатор. А не вот такие вот витиеватые какие-нибудь порожки. Не очень хорошо смотрятся какие-то нахлобучки пластиковые сверху. Все это всегда будет интерьер дешевить, носки будут цепляться, колготки будут рваться, ноги будут царапаться, эти все пластиковые нахлобучки отлетать, и в результате получится какой-то лего-интерьер, который постоянно надо доклеивать, дособирать, доделывать, и ничего хорошего из этого не получится. И последний интерьерный нет на сегодня — это ламбрикены на окнах. Особенно это касается вот таких вот волнистых ламбрикенов. Одно время было очень модно везде эти ламбрикены вешать, и все текстильные дизайнеры вот такие вот вешали ламбрикены. Сейчас уже мода на это ушла, и вам нужно успеть не сделать вот так, как уже не делают, а сделать так, как красиво. Более того, вот такие вот ламбрикены, они плохи еще тем, что они занижают высоту окна и высоту потолка. Есть очень крутые решения с ламбрикенами, но вы обратите внимание на контекст. Вот, например, вот здесь. Это высокие потолки, это высокое окно, это совершенно другое пространство. Это не какой-то панельный дом, в котором, конечно же, такой ламбрикен будет смотреться очень грузно и очень тяжело. И, скорее всего, он совершенно не будет подходить вашему интерьерному оформлению вашей вот, такой стандартной комнаты квартиры. Чаще всего вам нужно понимать контекст. В большинстве случаев ламбрикены не подходят. Волнистые ламбрикены вообще забудьте. Вот лучше всего обойтись прямыми шторами, это самый безопасный вариант, и он подходит практически в любой стиль. По опыту ведения Инстаграма, в котором я часть этих решений уже обсуждала со своими подписчиками, кстати, вот он, подписывайтесь, там много полезного, могу предвосхитить некоторые ваши комментарии и сказать вам сразу, что эти решения, которые озвучены в этом ролике, не являются самыми простыми решениями и самыми дешевыми решениями. Эти решения зачастую более хлопотные и более дороги, чем что-то простое и элегантное, что никогда не испортит ваш интерьер. Поэтому здесь вопрос только в ваших намерениях и вопрос в том, насколько вы хотите глубоко погрузиться в интерьерную сферу, чтобы сделать себе красивый интерьер дома. Вот и все. Если я что-то забыла, напишите внизу в комментариях, чем бы вы могли дополнить этот список, я с удовольствием почитаю. Пишите ваши вопросы, я отвечаю в комментариях, возможно, отвечу и на ваш вопрос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и включайте уведомления о публикациях, чтобы не пропустить новые видео. Всем дизайн!